Всем привет, с вами Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел вам рассказать про такую вещь в игре NetHack, как спеллбуки, либо заклинания, если хотите. Скажу сразу, чтобы восстановить вам, заклинания вообще кастуются при помощи магии, магической силы вашей. Собственно, бывают разные уровни заклинаний, так называемый 1, 2, 3, 4. Собственно, первый 5, второй 10, третий 15, четвертый 20 и так далее. Чтобы восстановить магию, можно использовать зелье, зелье энергии. Также, чтобы восстановить магию, вам может помочь Око Эфиопии. Это артефакт. Он считается квестовым артефактом мага, и для остальных классов он считается нейтральным. То есть вам нужно быть как минимум нейтральным персонажем, либо возможность пережить взрыв от этого артефакта, если вы им пользуетесь и вы не нейтральный персонаж. Вот. А теперь общая информация. В этом выпуске я, собственно, хотел бы общую информацию о книгах пронести вам, то есть, чтобы у вас была возможность иметь вообще общее представление о том, какая бывает магия, что она себя в целом представляет. Потом по каждой школе в других выпусках уже отдельно я вам расскажу. Собственно, книга заклинания, либо спеллбук, обозначается в виде крестика в игре, если вы играете в Tileseti ASCII. Перед собой тип книги, который является в NetHack и содержит руны, описывающие заклинания. Собственно, по сути, книга магии — это те же заклинания, то когда вы их уже читаете, они к вам перелетают. Также там очень важный параметр — это шанс фейла. Вы не сможете кастовать при, например, 100% шансе фейла. Чтобы снизить шанс фейла, нужно снять с себя металлическое снаряжение. Либо то снаряжение, которое вам не дает кастовать магию. В большинстве случаев таким снаряжением бывает большая часть металлического снаряжения. А основной дебаф, конечно, вешает ваш доспех металлический, если он у вас присутствует. Он очень сильный дебаф на это навешивает. Но некоторые доспехи, как и снаряжение, вам помогают кастовать. Это, например, кристальный доспех, доспех дракона, он вам не мешает кастовать. Также есть металлический шлем, он шлем блеска. Он также вам не мешает кастовать. Чтобы кастовать магию, вам нужно просто снять металлическое снаряжение, либо его не использовать, а использовать другое, например, кожаное, либо тканевое снаряжение. Как вариант, можно использовать робу, как у монаха. Продолжаем. Вы изучаете заклинания, читая книгу заклинаний, нажав R. Нажав команду Red. Все команды прописываются через решетку. И пытаясь запомнить ее, если у вас пустая книга заклинаний и магический маркер, вы также можете написать свою собственную копию любой известной вам книги. Опять же, известная вам книга, вы должны, во-первых, знать эту книгу, то есть вы должны ее найти хотя бы один раз и прочитать. Если вы ее не знаете, ее также можно написать, если вы волшебник и у вас очень-очень высокая удача. Как повысить удачу, у меня есть отдельное видео по удаче, если интересно, можете посмотреть. Чтобы написать с помощью магического маркера, вам нужно через команду Apple, команда через решетку прописывается, выбираете магический маркер и выбираете, собственно, пустую книгу заклинания. Чтобы ее смыть, вам нужно будет воспользоваться палочкой отмены, либо просто смыть, запихнув его в воду. Оба действия, известную копию смотреть, оба действия явно нарушают неграмотное поведение. Неграмотное поведение — это одно из так называемых усложнений NetHack. То есть, если вы уже прошли, получается, несколько раз игру, и вам просто усложнение. Там есть вызывание через, получается, решетку
команды кондукт, и вам пишут неграмотное поведение, ваше вероисповедание, прописание Элберета и так далее. То есть, как вы питаетесь, то есть, это одно из усложнений так называемых нетхака. Ну, тем людям, которые, как говорится, в первый раз играют, либо не в первый раз, и не слышали про эти усложнения, им пока особо нет смысла с этим заморачиваться. В режиме True и коричневые книги имеют и закрытые двери имеют символ плюс коричневый. Ну, собственно, как и в моем случае, у меня также она коричневая. Книги заклинаний имеют вес 50 аум, а базовая цена книги составляет 100 зем за уровень. То есть, чем выше уровень, соответственно, тем выше цена книги. Но, опять же, это базовая цена. Эффективнее смотреть по прайс-идентификации по ценам, потому что цена может прыгать от вашей харизмы, все зависит. Также зависит от того, каким вы классом играете и что на вас надето. Потому что если, например, на вас гавайская рубашка будет одета, то вам торговец цену заломит. Если вы являетесь туристом, вам также заломит цену. Вам также могут заломить цену. Вот. Описание. Шанс на то, что вы выучите заклинание, прочитав книгу заклинаний, зависит от уровня заклинаний и красоты книги. Собственно, по красоте книги. Красота книги — это подразумевается ее полярность, то есть она благословленная, не проклятая, либо проклятая. Уровня заклинания — это, собственно, первый-второй уровень можно спокойно читать. Ну, с высоким процентным шансом вы их, скорее всего, изучите. А высший уровень вам можно читать в том случае, если вы уже имеете, скажем так, умение, так называемое, хотя бы на базовом уровне, а еще лучше гораздо выше. Но чем выше ваше умение, собственно, благословляете книгу, ну, чтобы 100% прочитать, благословляете книгу и читаете ее, и тогда у вас шанс повышается гораздо выше. Плюс можно одеть линзы на себя. Это один из предметов, он одевает, находится в Tools, так называемый инструмент, и одевается через команду Apple. Его нужно только найти. Если книга проклята или не проклята и слишком сложна, то есть слишком сложна, это высокий уровень подразумевается, вы не выучите заклинание. А проклятая книга заклинаний, она вообще, вы будете телепортироваться. А вместо этого пострадаете от вредных эффектов. Также она вам может дать конфузию и слепоту, если книга будет, скажем так, высокоуровневая, либо, но опять же, так пользоваться не стоит, потому что конфузию можно и по-другому получить. Благословленная книга заклинания всегда будет успешно прочитана. Пара линз увеличит ваш шанс успешного прочтения нейтральной книги на 10% пунктов и уменьшает количество действий, необходимых для чтения книги, примерно на 1/3. Количество действий — это подразумевается количество ходов, которых вы затрачиваете на чтение книги. Попытка прочитать книги, имеющие случайный вид, скучной книги, может привести к тому, что вы заснете на несколько ходов, в зависимости от вашей мудрости и книги заклинаний. Сопротивление ко сну предотвращает этот эффект. Мудрость также может влиять на восстановление вашей магии, а интеллект влияет на количество вашей маны. Книга заклинаний нельзя читать слепую. То есть, если у вас есть дебаф слепота, блинт, так называемый, блindness, либо вы, например, повязку на глаза одели, либо вы от кремового пирога, либо от яда ослепли, то вам нужно сначала от слепоты избавиться, потом прочитать. Прочитать книгу заклинаний в замешательстве всегда будет неудачной. Имеет шанс 1/3 уничтожить книгу заклинаний. В замешательстве, то есть в конфузии, читать ее не стоит. Я думаю, это понятно.
За чтение неоплаченной книги заклинаний в магазине присутствует, в присутствии продавца взимается плата за использование книги. Это не бесплатная книга ГАТ. Факт в том, что количество... Я читал об этом, но там не указано, какая цифра, она всегда рандомная идет. Вся информация, которая здесь будет представлена, она указана в NetHack Wiki. Вы можете с ней дополнительно ознакомиться, если вам это необходимо. После успешного изучения книги заклинаний из книги заклинаний вы можете сохранить память об этом заклинании в течение 20 тысяч ходов. После этого времени, после 20 тысяч ходов, ваше заклинание забудется, а счетчик прочтения этой книги увеличивается на 1 единицу. Книга заклинаний, которая была прочитана 3 раза, исчезнет после обновления заклинания из нее, что делает управление заклинаниями и книгами весьма важным. Перечитывание книги раньше, то есть пока вы все еще знаете заклинание или осталось более 20 тысяч ходов, тут должно быть указано, потому что именно за такое количество заклинания забывается. Когда вы его забудете, не имеет никакого эффекта, кроме появления мудрости. Если вы полиморфируете книгу заклинаний, счетчик чтения увеличивается на единицу. Ну, собственно, как об этом говорилось выше, после 3 книга просто самоуничтожится. 3. Как узнать счетчик книги? Никак его не узнать, если только вы сами с ней не взаимодействовали. Если только прописывать через команду name на книге, сколько она раз прочитана уже, чтобы вы сами для себя знали. Она так сама по себе не прописывается. Если опустить книгу заклинаний в воду, фонтан, она станет пустой, таким образом сохраняя свое блаженство. Ну, собственно, о том, как смыть ненужную вам книгу, чтобы написать с помощью магического маркера. В магическом маркере, чтобы написать, вам нужны чернила. Это очень важно, потому что без чернил вы ее не сможете написать. По написанию книг и свитков у меня есть отдельное видео. Если вам интересно, вы можете с ним ознакомиться. Он так и называется, магический маркер. Свиток книги заклинаний. Ниже приводится список всех книг заклинаний, расположенных в алфавитном порядке по школам магии, которые они представлены и упорядочены по сложности внутри школ. Направленные заклинания ведут себя как удары палочкой с той же дальностью действия. Вероятность столбец, вероятность, зависящая от цены, представлена для определения цены. Если вы знаете цену этой книги, и столбец покажет вам, насколько вероятность того, что это будет данное заклинание. Например, книги с вероятностью ценой 700 зом с вероятностью 75% будет отмена, а с вероятностью 25 будет пальцем смерти. Ну, по цене зом это, собственно, 7-я книга, скорее всего, 7-го тира. Именно поэтому это 2 заклинания 7-го тира. О заклинаниях мы чуть дальше поговорим. А у меня, если вы наблюдали за моим прохождением, вы могли увидеть, что я периодически пользуюсь прайс-идентификацией по ценам, в том числе и Spellbook. Поэтому, как вариант, можно использовать именно ее. Там все зависит от харизмы, и также, если вы продаете, у вас там будет фиксированная цена. Поэтому можно, как вариант, воспользоваться ей. Я, наверное, вам закреплю тогда прайс-идентификацию по ценам на Spellbook, если я не забуду, чтобы вам была возможность их, ну, как бы сказать, посмотреть, собрать нужную вам книгу, чтобы вы имели представление. Все цены смотрятся у торговца. Для этого нужно найти, во-первых, либо торговца, который торгует книгами, свитками, это он такой присутствует, либо универсальный торговец, который также присутствует и у вас будет покупать и то, и другое.
В столбце действий для чтения указано, сколько действий игрока необходимо для прочтения книги заклинаний. Это равно количеству игровых ходов для героя, скорость которого равна 12. Более быстрому герою потребуется меньше ходов, чтобы прочитать книгу. Линзы сокращают это время действия примерно на треть. В столпе изменения навыка указаны заклинания, которые ведут себя по-разному. Которые ведут себя по-разному. Если у игрока более высокий уровень навыков в школе этого заклинания, В указывает, Б это базовый, скорее всего, указывает, что заклинание ведет себя по-разному. На базовом или на более высоком уровне С. С это так называемый скелет, скиллованный. То есть это второй уровень владения навыком. Третий навык, уровень владения, это эксперт. Указывает, что заклинание ведет себя по-другому на уровне навыка или выше. А Е это, собственно, эксперт. Указывает, что заклинание ведет себя по-другому на уровне эксперта. Обратите внимание, что большинство лучевых заклинаний имеют более шанс попадания при использовании на более высоком уровне. Собственно, чем выше ваша школа прокачана, тем больше шанс того, что, собственно, вы попадете. Также шанс попадания, тут она зависит только от этого. А шанс попадания оружия зависит от силы. Поэтому чем выше ваша сила, тем более шанс попадания от того, что вы попадете. Собственно, какие вообще бывают школы заклинаний и что они, собственно, из себя представляют? Школа атаки. Это получается книга заклинания силового болта, книга заклинаний истощения жизни, книга заклинания волшебной ракеты. Это так называемый магический мисс. Собственно, если вкратце в двух словах, книга заклинания кольцо холода, книга заклинания огненного шара и пальца смерти. Собственно, силовой болт первый уровень, луч. Действия, которые стоит прочитать, 4. Истощение жизни, второй уровень, и действия, которые стоит прочитать. Действия, которые стоит прочитать, это ходы, которые вы затратите на чтение данной книги. Волшебная ракета, второй уровень, луч. Стоит 4 хода, грубо говоря. Кольцо холода улучшается, если вы опытный. 4-й уровень заклинания, 23 хода тратится. Изменение навыков, собственно, очень сильно влияет именно так называемый то есть скиллованный человек. То есть вы когда прокачиваете до уровня скиллованный, то у вас, соответственно, и само заклинание прокачивается. Огненный шар, тот же принцип. 4-й уровень, стоит только 14 ходов прочитать, и изменение тоже больно сильное, она становится на уровне скиллованный и выше. Палец смерти, это 7-й уровень заклинания, имеет направленность и луч, и чтобы прочитать, нужно 82 хода. Это одно из самых опасных заклинаний, но оно может моментально ваншотать врагов. Собственно, первый силовой болт, ничем не примечательный, может разрушать камни. У меня, собственно, по школам у меня будет отдельное видео, поэтому я особо останавливаться, наверное, не буду. Я вам подробнее о каждой школе буду дальше рассказывать, то есть в других видео по каждой школе оно будет. Сейчас мы чисто в общую информацию пробежимся вместе с вами. Канцелярский, так называемая школа клериков. В большинстве случаев она именно так и называется. Ее, скорее всего, буду так называть. Эта книга заклинания защиты, имеет 1-й уровень, она направленная, то есть вам нужно выбирать направление. 5 ходов она стоит, чтобы прочитать ее. И навык эксперт, то есть это максимальный уровень. То есть ее можно раскачивать до... Как вам объяснить? Получается, вы должны ее будете качать, и она максимально свой потенциал раскроет уже только на уровне эксперта. Создание монстров, 2-й уровень заклинания.
не направленный, как и защита, также не направленная. Тем самым вы защиту кастуете на себя, создание монстров кастуется вокруг вас. А действия, которые стоит прочитать, это 5 ходов, соответственно. Снятие проклятий также не направлены. Вообще заклинание снятия проклятия очень полезное. Оно снимает с вас проклятие, то есть с вашей экипировки. Очень важная вещь, рекомендую использовать. Действия, которые стоит прочитать, 12. Уровень эксперт, это, собственно, скиллованный, так называемый, открывает свой потенциал основной только на уровне так называемого продвинутого. Так называемый максимальный потенциал. Книга заклинания создания знакомых. Создание знакомых — это создание фамильяров. Создание фамильяров не направленное, 6 уровень, чтобы прочитать, стоит 44 хода. Максимально эффективно в том случае, если вам нужно для полиморфа существ набрать знакомых, потом заполиморфировать их. Если у вас есть, например, ловушка полиморфа где-нибудь рядышком, либо палочка. Книга заклинаний изгнания нежити. Это 6 уровень, луч. То есть лучи имеют свойство отскакивать от стен, поэтому будьте очень внимательны. Стоит 50 ходов для прочтения. Также, по сути говоря, не заклинанием, а самим умением владеют рыцари и клирики. Так называемые престы в английской версии. Поэтому у них есть даже отдельная команда, забеженная на кнопочку. Поэтому по изгнанию нежити, опять же, заклинание — это заклинание. А у них именно как умение. Но принцип одинаковый. Гадание. Гадание либо предсказание. Книга заклинания обнаружения монстров. Первый уровень не направленный. То есть не направленный имеется в виду то, что вы скастовали и заклинание подействовало. Действия, за которых стоит прочитать, это 3 хода. Максимальный потенциал, конечно, открывается на уровне S. Так называемый скиллованный, то бишь на продвинутом уровне. Не на базовом, а на продвинутом. Книга заклинания света. Первый уровень не направленный. Он просто открывает свет вокруг вас. Ходов 3 для прочтения. Можно, конечно, и ускорить, если, опять же, как говорилось выше, носить линзы и так далее, либо быть более быстрым. Заклинание обнаружения еды. 2 тир не направленный. Действия, которые стоит прочитать, 5 единиц. Потенциал раскрывается на уровне специалиста, так называемого. Книга ясновидения. 3 уровень не направленная. Ходов 8. На трате также потенциал открывается на уровне специалиста. Основной. Можно и кастовать раньше, но потенциал откроется, как говорится, на продвинутом уровне уже основным. Книга заклинания обнаружения невидимого. Не направленный, 3 уровень. 10 ходов стоит, чтобы прочитать ее. Книга идентификации. Одна из самых ценных книг, самых нужных, по сути говоря. Получается, книга заклинания 3 уровень, не направленная. За 14 ходов прочитать ее. И потенциал раскрывается на уровне специалиста. Книга заклинания обнаружения сокровищ. 4 уровень, не направленная, 17 ходов стоит прочитать ее и открывается на уровне специалиста. Как сказать, не открывается, а потенциал открывается. Вы можете открыть ее и раньше, если у вас... Вы, например, прочитали благословленную книгу обнаружения сокровищ и без проблем ее используете. Книга заклинания магического картографирования. Собственно, это карта заклинания 5 уровня, направленная. И 37 ходов вам нужно будет, чтобы прочитать ее. Собственно, чары.
так называемый эншант. Первая — это книга заклинаний сна. Крайне эффективная вещь. Большинство мобов не сопротивляются ко сну, ну, по понятным причинам. Если, конечно, у них резиста ко сну нету, поэтому их можно забить. Очень эффективная вещь. Можно там, по крайней мере, я со сном прошел достаточно далеко. Стоит на прочтение книги 3 хода тратиться. Книга, сбивающая с толку монстра, так называемая конфузия. По принцип похожий. Второй уровень заклинания не направленное. То есть оно, грубо говоря, кастуется на вас, но мы подробнее с ней будем разбирать, я поэтому сейчас особо останавливаться не буду. Чтобы ее прочитать, нужно 4 хода, и потенциал открывается на уровне специалиста. Книга заклинания медленного монстра. Луч, 2 уровень, и 4 хода требуется. Книга заклинания, вызывающая страх. Уровень заклинания 3, ненаправленная. И требуется 8 ходов. Книга заклинания очарования монстра. Уровень заклинания 3, ненаправленная. И требуется 8 ходов, чтобы прочитать ее. Опять же, что такое ненаправленное? Ненаправленное — это, то бишь, вам нужно ее... Вам нет нужды в какого-то конкретного монстра направлять, либо какое-то конкретное существо, либо объект. А вот тот же луч, например, направление, вам нужно направлять на существо, либо на объект. Школа побега, так называемый escape, я ее обычно называю. Присутствует книга заклинания прыжка, это 1 уровень, ненаправленная. То есть вы скастовали на себя прыжок, и вы можете какое-то время прыгать. Собственно, это вы можете его использовать на постоянке. По крайней мере, тут так и указано. Действия, которые стоит прочитать, ну, собственно, ходы, это 5 единиц. Книга скорости. 3 уровень заклинания, ненаправленный. Стоит 10 ходов. Открывается, свой потенциал раскрывается с уровня специалиста в данной школе. Книга заклинаний невидимость. 4 уровень, ненаправленный. 17 ходов стоит прочитать ее. Книга левитации. Одна из хороших книг. Очень сильно помогает в поздней игре, по крайней мере, левитация. Но можно использовать кольцо левитации для этих целей. Но если есть заклинание, тоже неплохо. Открывается на уровне, потенциал раскрывается на уровне специалиста, не направлен, 4 уровень. 14 ходов имеет для прочтения. Книга заклинания телепортации. Собственно, 6 уровень, направление луч. Действия, которые стоит прочитать, это, собственно, количество ходов, это 38 единиц. Выздоровление, либо так называемая школа лечения. Одна из основных школ, которая вам может спасти жизнь неоднократно. Книга заклинания исцеления, так называемого лечения. 1 уровень, направление луч. То есть вы можете кидать на своих союзников, что очень полезно. Действия, которые стоит писать, то есть количество ходов 4. Изменение навыков, то бишь раскрывается более сильный потенциал на уровне специалиста. Там идет, получается, сначала идет базовый. То есть вообще изначально идет, как говорится, необразованный, то есть вы не знаете это заклинание. Потом идет уровень базовый, потом идет уровень специалиста, а потом уже уровень эксперт. Книга заклинания лечения слепоты. Это 2 уровень, не направленная. То есть вы ее кастуете на себя. Действия, которые стоит писать, то есть количество ходов, это 4.
Книга заклинаний для лечения болезни. 3 уровень направленный. Количество ходов 8 требует. Книга заклинаний большого лечения, так называемого дополнительного лечения. Получается заклинание луча. 3 уровень и стоит 12 очков. 12 ходов стоит. Из камня в плоть. Уровень заклинания 3. Это луч. И стоит 4 хода. Книга заклинаний восстановления способностей. Это уровень 4, не направленная. То есть она кастуется на себе. Стоит, что для прочтения 17 ходов. Раскрывает потенциал со специалистом. Собственно. И последняя школа. Это школа материи. Тут написано имеет значение, но перевод, конечно, так себе. Книга заклинаний стука. Это по сути аналог открывания. Заклинание 1 уровня, направление луч. Чтобы ее прочитать, эту книгу вам нужно 3 хода. Книга заклинания волшебника. Это по сути перевод немножко косячит. Это книга заклинаний волшебного замка. То есть это запирание, так называемое. 2 уровень заклинания направление луч. Чтобы прочитать, 5 ходов требуется. Книга заклинания раскопок. Это так называемое копание. Аналогичной палочке копания. 5 уровень заклинания. 32 хода требуется для того, чтобы ее прочитать. Книга заклинания полиморфа. 6 уровень. Заклинание, направление луч, и чтобы прочитать, нужно 50 ходов. Книга заклинания отмены. Это 7 уровень. Заклинание, направление луч, и чтобы прочитать, нужно 66 ходов. Также присутствуют книги заклинания из чистой бумаги. Это когда вы снимете чары с любой из книг, и она превратится в чистую. То есть, например, заклинанием отмены, либо палочкой отмены, либо просто смоете их в воде. Также присутствует книга мертвых. Это квестовый предмет, и его можно получить в единственном экземпляре. Его желательно. Но по книге мертвых ничего особо сказать не могу. С ним не сталкивался. Насколько я знаю, она может вызывать нежить. То есть она в единственном экземпляре. Романы. Романы – это книги в мягкой обложке, дань уважения Терри Пратчеру. Что касаемо романов, романы по сути те же книги, только они стоят по прайс-идентификации очень дешево, то есть до 50 монет. Поэтому очень полезные. Если у вас есть нужно, чтобы дописать книгу, вы смываете этот роман и можете писать книгу смело. Можете даже также романы это прочитать. Успешность чтения зависит от вашего интеллекта. Собственно, она рассчитывается по форме интеллект минус 4, плюс скобка открывается левел, так называемый ваш левел, деленный на 2, минус скобка открывается левел книги, умноженный на 2, скобка закрывается, и все это деленное на 20. Гипотетическому персонажу нулевого уровня необходимо 16 интеллекта, чтобы безопасно прочитать гипотетическую книгу заклинания нулевого уровня. Для каждого уровня заклинания увеличивание требования интеллекта на 2. Соответственно, чем выше ваш интеллект, тем больше вероятность того, что вы сможете прочитать книгу. Если вы не обладаете интеллектом, либо у вас интеллект до 10, соответственно, у вас шанс прочитать книгу невеликий, либо какой-нибудь силовик. За каждые 2 уровня опыта. Нечетный случается уровнем ниже.
уменьшаете его на 1. Если вы носите линзу, уменьшаете его на 2. Собственно, с линзами шанс повышается в 2 раза. Опять также, если у вас высокий уровень, вы также сможете их прочитать. По вот этой формуле, которая здесь представлена, можно рассчитать, какой у вас будет шанс. Но опять же, шанс также зависит от полярности книги. То есть она будет благословленная, проклятая, либо не проклятая. Это тоже стоит учесть, если вы первый раз нашли книгу и хотите ее прочитать. Волшебник будет предупрежден при прочтении непроклятой книги заклинаний. Если этот шанс ниже 100%, и немного другое сообщение, если шанс ниже 60%. Проклятая книга не выдаст никакого предупреждения. Опять же, нужно узнать полярность книги, прежде чем ее читать, чтобы не возникало последствия неудачи при чтении книги заклинаний. Неспособность почитать книгу заклинаний или чтение проклятой книги заклинаний парализует игрока на количество ходов, равное количеству действий игрока, необходимо для чтения книги, минус 2. То есть, чем выше уровень книги вы пытаетесь читать, тем опаснее для вас текущее действие. Этого парализации можно избежать с помощью кольца защиты от парализации, так называемый free action. У меня по кольцу есть отдельно информация. Оно, если интересно, можете на канале поискать. Так называемый по летающему глазу, по кольцу. Там вот эта информация присутствует, я вам рассказываю. Таким образом, и минимальная длительность паралича составляет 1 ход. Обнаружение монстров, свет, сон, стук. Это заклинание первого уровня. А максимальная длительность 80 ходов. Это заклинание палец смерти. Кольцо свободы действий не защитит игрока от этого эффекта. То есть я думал, что он защитит, а тут прописывают, что он не защитит. Соответственно, если вы хотите читать заклинания, вам нужно читать их в безопасности. В дополнение к параличу вы выбираете случайный эффект. При этом список ниже пронумерован в соответствии с минимальным уровнем книги, необходимым для возникновения этого эффекта. Вы телепортируетесь из другого места уровня, это вступает немедленно, после чего наступает паралич. Все монстры на уровне будут разбужены и освобождены от паралича. Вы ослеплены на 250-349 ходов. Ваше видимое золото исчезает. Видимое золото имеется в виду, которое у вас присутствует в данный момент снаружи, так называемое, на вашем основном меню присутствует. Если вы убрали его, например, в сумку, то оно не исчезнет. Вы запутались на 16-22 хода, получили группу реконфузию. Вы теряете от 1 до 10 и от 3 до 6 силы. От 1 до 6 и от 1 до 2 сил, если устойчивы к яду. Перчатки защищают вас от этого эффекта, хотя рукавицы силы при этом могут подвергаться коррозии. Но опять же, как защититься от коррозии, я говорил об этом в видео ранее. И что сделать, чтобы улучшить вашу экипировку. В других видео у меня есть об этом информация. Я об этом говорил, про эрозию, коррозию. Если интересно, можете посмотреть. Книга взрывается, нанося 7-25 единиц урона, если у вас нет сопротивления к магии, уничтожает себя. Опять же, взрыв книги по понятным причинам вам много урона будет наносить. Но вот опять же, сопротивление к магии все-таки нужная вещь. И чем раньше вы получите, тем вам легче будет. Существует вероятность 1,3, что книга рассыпется в пыль при каждом неудачном чтении. При условии, что книга не взорвалась. Затем вам будет предложено назвать книгу, если она не была идентифицирована, либо уже введена. Собственно, что у меня обычно и происходит. Книги просто рассыпаются в пыль. Поэтому вам нужно, чтобы не было вот этого неудачи, вам нужно как минимум быть
базовым, а лучше скиллованным в данной школе, школы мы ранее не говорили, чтобы у вас была возможность без проблем прочитать, собственно, книгу. Также книга должна быть благословленная, чтобы у вас шанс был максимальный. Также количество ходов, чтобы вас никто не отвлекал. То есть нужно безопасное место найти. Стратегия. Изучение заклинаний. Не пытайтесь читать книгу заклинаний, если вы не проверили и не определили ее красоту. Красота — это, собственно, полярность книги, благословленная, не проклятая, либо проклятая, или и не уверены, что она не проклятая. Если вы не волшебник, не пытайтесь читать неблагословленную книгу, если не знаете, какого она уровня. Это может легко определить путем определения цены в соответствующем магазине. Прайс-идентификацию по ценам я вам прикреплю в начале текущего видео, чтобы у вас была возможность определять книги по ценам в магазине в соответствии с вашей харизмой, либо при продаже, если она у вас в наличии. Каждый раз, когда вы успешно читаете книгу, введите имя текущего номера хода, если вы знали, что когда вам нужно его запомнить. Вы можете посмотреть имена идентифицированных элементов с помощью клавиши палочка, получается, в левую сторону. Но я пользуюсь этой палочкой, если вы могли заметить, это одна из команд. У меня она присутствует. Если вы смотрели мое видео по управлению NetHack, я вам прикреплял скриншот своего, собственно, кнопок, которая у меня присутствует в данный момент. И она там присутствует в правом углу нижнем. Это открывает вам все ваши идентифицированные предметы, которые у вас присутствуют в данный момент в игре. Идентифицированы именно вами в данный момент. То есть и предметы, которые не идентифицированы, либо вы их просто назвали, они также там присутствуют. Но предметы, которые вы не называли, но просто с ними встречались, и вам их они будут там отсутствовать. Назовите его индивидуально один или увеличьте соответствующее число, чтобы вы знали, сколько раз вы его прочитали. Вот о чем я, собственно, и говорил. То есть про книгу. Вам нужно прописывать количество прочтений. Максимум же 3 считается прочтение. После 3-го она самоуничтожится, книга. Соответственно, вы благословляете книгу. На 20 тысяч ходов вы, грубо говоря, защищены. И исключение, конечно, если вы встретитесь с пожирателем разума, либо прочитаете случайно книгу амнезии. Не книгу, а свиток амнезии. Тогда вы все это забудете. Изучая забытые заклинания, сразу стоит прочитать его еще раз, чтобы убедиться, что она не станет пустой и не обновить заклинание в следующий раз, когда он попытается его прочитать. Как отмечалось выше, если книга заклинаний все еще жизнеспособна, ничего с ней не случится плохое. Собственно, вы прочитали книгу заклинаний, стоит прописать через команду name. Команда прописывается через решетку. Какой раз, собственно, по счету прочтения книги идет. То есть, например, цифра 1, 2 или 3. На 3-й раз не самый благоприятный, но все же. На практике самая большая опасность — это безопасное чтение книг заклинаний. При прочтении неблагословленных книг заклинаний это потерять книгу и телепортироваться в случайное место на уровне, будучи парализованы. Управление телепортацией позволяет вам выбрать, куда вы будете телепортироваться, что делает этот эффект практически безвредным. Рог единорога излечит слепоту, рассеянность и потерю сил. Ношение перчатки в первую очередь производит потерю сил и урон от яда. А слепота и замешательство со временем пройдут. Хранение золота в мешке, то есть в вашем бакхолдинг, либо обычном мешке, при чтении книг заклинаний предотвратит его потерю. Либо вообще в сундуке, если у вас нету, например, сумок каких-либо.
просто в сундуке его храните. А сопротивление к магии защитит вас от урона, наносимого взрывом книги. Чтение таких книг заклинаний, которые вы несете неоплаченные товары в магазинах, особенно опасно, если вас телепортируют, торговец рассердится и позвонит в Квистоун копам, пока вы парализованы. Почему это опасно? Потому что за вами выйдет патруль. И вас будут пытаться запрессовать. Не знаю, вы, может, Сканета смотрели? Не смотрели? В текущей игре у меня еще такого не было, но факт в том, что получается, торговец, за вами вышлет патруль, который вас будет преследовать на протяжении всего уровня, пока вас не убьет. Ну, для высокого уровня, конечно, проблему не составит. Проще будет шлепнуть торговца, как и его патруль. Но для низкого, конечно, это будет огромная проблема, поэтому лучше не читать. Вы можете читать книги заклинаний до 5 уровня защитной безопасности, если у вас есть контрольная телепортация, либо запереться в чулане с выигранным на полу Элберетом и бросить свое золото. Чтобы безопасно читать книги заклинаний 6 уровня и выше, вам также понадобятся перчатки и рог единорога, а для книг 7 уровня сопротивление к магии и как минимум 26 хитпоинтов, так называемого здоровья. Если у вас нет контроля телепортации, вы можете вместо этого прочитать на уровне с Собаканом, не являющимся телепортом. Например, на верхнем уровне Собакана. Ну, по сути, все уровни Собакана не телепортирующиеся, поэтому можете на любом из них читать. Ношение книг заклинаний. Роли, которые начинаются с книг заклинаний, вероятно, захотят спрятать их при первой возможности, чтобы уменьшить обременение и не потерять их из-за источников огня. Это очень важно. Книги имеют свойство сгорать. Продажа их в магазин, если вы сможете найти тот, который их принимает, является полезным источником дополнительного золота в начале игры. А к тому времени, когда на 20-тысячном ходу вам понадобятся ваши книги, вы сможете легко их себе позволить. Кстати говоря, как вариант действительно продавать книги, я, правда, об этом не задумывался, но они и будут стоить не так много. Если у вас есть чистая наценка в размере от 1,3 или выше от вашей покупной цены, что, вероятно, имеет место для персонажа в начале игры, чтение книги, принадлежащей магазину, не купленной и уплата платы за использование обходится дешевле, чем покупка книги, а затем ее перепродажа – это после прочтения. Сложно сказать, я не сталкивался с переплатой торговцу за пользование предметами, поэтому я не могу ничего по этому поводу сказать. Иногда, если у вас есть контроль над телепортацией, вам не нужна книга, а силы имеют большое значение, вы можете захотеть написать и прочитать проклятые книги заклинаний, обнаружение монстра, света, сна, удара. Для получения эффекта телепортации, поскольку эти книги парализуют вас только на один ход, и его легко написать. Гарантированный эффект телепортации может быть полезен в качестве побега, если других ресурсов для этого недостаточно. Скоростной бегун также может написать проклятые книги, чтобы сохранить энергию и свитки зарядки. Собственно, если у вас нет свитка телепортации, вы можете использовать проклятую книгу. Но проклятая книга должна быть начального уровня, то есть первых уровней, которых так называемое обнаружение монстра, света, сон, либо удара, то есть так называемый силовой болт. Если у вас другие уровни, у вас потребуется больше ходов, и поэтому менее эффективны они будут. Собственно, на этом все, то, что я хотел вам рассказать.
Я вначале прикреплю вам информацию по персонификации по спеллбукам, так называемым, по книгам заклинаний, чтобы у вас была возможность их... В следующих видео я постараюсь вам рассказать про каждую школу магии отдельно, чтобы у вас была возможность общего представления о магии в целом. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.